Всем привет! С вами Глеб Орел, и в данном видеоролике мы узнаем главные топ-3 ошибки любого олимпиадника. И сразу давайте перейдем к первой главной ошибке олимпиадника, исправив которую вы сможете намного ближе к стать той самой заветной победе на Олимпиаде. Это то, что многие люди, многие олимпиадники на самой Олимпиаде очень много думают. То есть они сидят, знаете, вот так просто сидят и думают. О чем вы думаете? У вас же время просто так летит, и вы ничего не пишете. И в этом главная ошибка. Вы должны просто писать. Вы не знаете чего, просто пишите. Любую формулу, любой закон, который вам приходит в голову, пишите. Пишите, еще раз пишите. Это реально как помогает. И даже если у вас не получится развить эту задачу дальше, хотя у вас реально может чаще всего в 90% случаев оно получится, потому что когда вы будете брать и записывать первый закон, второй закон, там все это брать, записывать, у вас постепенно появится мысль, ах, вот оно как нужно решать, ах, вот, и бац, решилась задача. Но даже если такого нет, все равно вы уже получите некоторые баллы, потому что в критериях бывает очень часто написано, что вот за такой-то закон, либо за такое-то уравнение вам дают некоторые баллы. И может быть даже этого самого одного балла вам как раз таки хватит на то, чтобы перейти на призера, либо на порог победителя. Это очень как важно. Да, и сейчас я за кадровым голосом добавлю. Вот у меня было такое дело, я в 10 классе стал призером МОШ, и как раз таки я был прям на границе вот этого призерства, и я все-таки им стал просто потому, что я записал формулы и немножко их развил в самые сложные задачи, которые не представлял, как решить, просто брал, писал, кучу бланков дополнительных попросил, и видите, это все-таки сыграло, и где-то даже какие-то баллы мне добавились, и я стал в итоге призером МОШ, чего я, собственно, и хотел. Кстати, здесь еще немножко добавлю, когда это меня спасало. Это, например, вот вам далась задача. Вы просто не понимаете, а что писать, в каком направлении действовать. Просто, реально, вам попадается так, могу так пойти, могу так написать. Пишите все. Вам что, лень просто взять ручкой и написать по бумажке? Наоборот, возьмите и напишите. И расписав все уравнения, которые есть, у меня реально чаще всего так решали задачи. Например, с МОШа, например, с финала. Я когда помню, на МОШе был, я просто взял, записал все уравнения и такой думаю, ага, нужно что-то с ними координировать. И просто я начал их тыкать туда, сюда, бац, у меня решилась задача. Поэтому первое правило и решение первой ошибки — это меньше думай, больше делай. Перейдем к следующей. И вторая ошибка олимпиадника, такая довольно серьезная, это олимпиадник желает меньшего. Ну вот бы мне там призера физтеха. Вот прям, буду бодать. Вот был бы рад, если был бы призер физтеха. Ну что это за цель? Ведь всегда, мы уже говорили об этом, нужно идти на семерку. И чаще всего так получается, что, например, ты говоришь там, на призера физтеха хочу, и чаще вот как раз-таки это такой спорный момент происходит, что ой, и вот не хватает до призера. Потому что всегда поймите, если ты идешь на семерку, то пятерка, она будет. Вот семерка под вопросом. И вот когда ты здесь идешь на призера физтеха, то участником ты точно будешь. Это круто, это пятерка стопудовая. А вот эта семерка, она под вопросом. Поэтому здесь вы всегда ставьте себе цели намного больше, намного выше. Хотите БВИ? Берите БВИ, ставьте себе победитель МОШ, победитель физтех, абсолютный победитель. Говорите себе, давай я наберу просто фуловый балл, 50 из 50 на физтехе. Вот это я понимаю цель. Вы когда получите там 48 или 45 баллов, такие, блин, как жалко, я хотел 50. А это изи побед. Потому что будет победитель там 40 либо 38. Например, у меня есть знакомые, которые, хоть бы там призер физтеха, и было бы круто. Ничего, баллов не хватило до призера физтеха там. Хорошо, там по кайфу. Но это же обидно. И видя примеры, даже я могу себя привести. Например, я очень жестко хотел в этом году абсолютного победителя всероса. Реально, я ставил себе цель абсолютного победителя всероса. Это вот та самая семерка, которая может получиться, а может не получиться. Ну и что, в итоге я стал призером. Да, мне было обидно, но диплом призера всероса. Сейчас это очень какой крутой диплом. У меня теперь есть БВИ в любой вуз России, просто абсолютно. А мы перейдем тогда к самой главной, самой зачетной, третьей ошибке. Но перед самой главной, самой важной ошибкой мы разберем более элементарные, более маленькие ошибочки, которые все-таки, не менее как важны. Первая маленькая, но все-таки очень сильная ошибочка — это не высыпаться. Почему-то многие олимпиадники считают, что, зачем мне спать? Вот поботаю ночью, там, часа 2-3, и лягу там в 3-4 часа ночи, прям, как поботаю, как все, зарешусь, а утром вялый, пойду в школу, буду не высыпаться, бе-бе-бе. Ведь вы же не понимаете, что, во-первых, вы ночью ботаете, ваша продуктивность уже так в 2 раза падает, а вследствие того, что вы еще ночью не выспались перед этим, ваша продуктивность еще в 2 раза. То есть в 4 раза ваша продуктивность просто вниз улетает. И тогда, хоть вы и считаете, все, я 3 часа мощно поботал, но на самом деле, на деле, если вы выспались и поботали бы утром, вы бы смогли тот же самый материал изучить в 4 раза быстрее. Мы голову не можем заставить ботать. Мы не можем ее заставить. Наши мозги, они сами себе говорят, что да, я могу, да, я не могу.
То есть присесть, окей, если мы не выспались или мы сильно уставшие, мы можем. Взяли, присели, то есть когда все. Ну, присесть я могу. Но вот заставить себя работать самое сложное, если ты не выспался. Поэтому перестраивайте свой режим. Тем более это еще как вам поможет высыпаться и рано ложиться на Олимпиадах. Потому что Олимпиады проводятся утром. И вам нужно быть к Олимпиадам самым бодрым человеком, самым с ясной головой. И вторая маленькая ошибочка – это питание. Ну зачем питаться фигово? Или вот зачем вообще не кушать? Вы разве не замечали, что когда вы совсем не кушаете, как бы ваши углеводы или там всякие микроэлементы совсем к голове не подходят? И получается, что вследствие того, что вы совсем голодны, вы мало соображаете, вы не можете как-либо нормально что-либо делать. Поэтому обязательно питание, именно правильное питание, это очень как поможет вашим микроэлементам полностью по вашему организму так расходиться, чтобы вы были с бодрым настроением, все это делали, получали удовольствие, и чтобы ваша голова по-настоящему работала, вы делали все, что вам требуется. Также третья ошибочка – это отказ от хобби, либо отказ от спорта и считать, что ну вот, у меня сейчас ЕГЭ, у меня сейчас Олимпиады, больше ничего не буду делать, только к ним. Вы что, все 24 часа будете к ним готовиться? Нет, это Unreal, поэтому у вас обязательно будет время там на хобби. И зачем вы будете его тратить на телефон, если вы можете потратить на хобби? Там очень советую на спорт, и там вы сможете перезагрузиться, полностью все осознать, то есть ваша голова отдохнет, вы физически понапрягаетесь, после отдыха, после хобби придете, вы будете намного круче, намного яснее решать любые задачи. Ну и гвоздь нашей программы – это самая лютейшая ошибка, это игнорирование подачи апелляций. Вот не знаю почему, но многие олимпиадники реально игнорируют, считают, что ну вот там проверили профессора, значит они типа знают свое дело, они знают, что я там написал, и поэтому поставили типа мне тот балл, который я заслуживаю. И они реально типа продолжают такие, ну все, что там, 5 баллов не хватает, да не наберу, там до призера не хватает 5 баллов, не наберу, до победителя не наберу. И такие, ну все, зачем мне это делать, пойду лучше к ЕГЭ готовиться. Просто в 9 классе, из-за того, что я сломал левую руку, я писал правой рукой, моей нерабочей рукой, я писал, там получилось криво очень, но все-таки. Они мне сначала прислали всего лишь 17 баллов, я такой, что? Я же реально решил все верно. Но я не постеснялся, я просто подал им апелляцию. Я поднял 17 баллов, просто представьте, поднять 17 баллов на Олимпиаде физтех. Да, мне не хватило балла до призера, но все-таки они поднимаются, половина баллов я поднял. Или МОШ Олимпиада в этом году. Огромнейший просто пример. Меня взяли и не доставили реально там около 15, 17, опять баллов. Потому что мне там в 5-й задаче я увидел, что, 2,5 балла стоит? Что-то не понял, как так-то? Я им подал апелляцию, а они мне пишут, ой, извините, у нас вышла ошибка, вот ваши 11 баллов. Заметили? То есть бывают у них ошибки, они ошибаются. И я получил свои законные баллы, и в итоге благодаря этому я увеличил свой шанс на победителя еще в разы. В итоге я стал топ-5 в России по МОШу. У меня, кстати, похожая ситуация была на МОШе только уже 10 класса. Я тогда решил абсолютно правильную задачу. У МОШа очень кривые критерии, ты не понимаешь, все ли ты правильно написал, да, и так далее. То есть проверяющим виднее, но я решил попытаться, раз у меня 0 баллов, все-таки сапеллирую задачу, и мне поставили за нее фул. То есть я эту задачу действительно решил правильно, все с ответом совпало. И есть еще другой момент, который тоже был в 10 классе у меня на регионе. У меня задача была 0 баллов, я ее абсолютно не решил, просто очень много чего написал. Вот как Глеб говорил в первом правиле, да, меньше думай, больше делай. Я его тогда, кстати, применил, вот, и написал вот это все как можно больше. Просто написал: здравствуйте, пересмотрите, пожалуйста, решение моей задачи. Проверяющий просто пересмотрел и просто поставил мне балл за что-то, чего даже нет в критериях. Так не, вы завуалированно все-таки отметили, что там центр масс такой-то в этой задаче. А раз это так, то держите балл. И у меня стало на балл больше. И вот главный показатель того, что не бойтесь. Мы реально на апелляциях очень много баллов поднимаем. Это нам дает то, что мы стали призерами, мы стали победителем тех олимпиад, которые мы реально хотели. Я даже на Всеросе поднял балл. То есть, представьте, на Олимпиаде Всерос, прям на финале России, где очень сложно поднимать баллы, потому что твою работу проверяет 2 жюри, которые являются профессиональными, высококвалифицированными жюри. Даже у них у меня получилось поднять балл. И, кстати, если вы хотите вообще не допускать тех ошибок и 100% быть именно победителем Олимпиад, те, которых вы хотите, любого уровня, хоть МОШ, хоть Всерос, хоть физтех, то у меня уже есть 3 канала. Это мой Бусти канал, где я уже разбираю Олимпиады МОШ вторых туров, поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании. Эти разборы сделают вашу подготовку намного ярче и интереснее. Потом мой Телеграм-канал, где я рассказываю всякие советы, всякие фишки бота, как что-то, как ботать, как решать задачи. Одно за другим. То есть те советы, которые реально мне бы очень как сильно помогли, когда я сам готовился к Олимпиадам. И третье — это наш YouTube-канал, где я выкладываю также разборы первых туров и всякие советы, самые годные советы. И четвертое, тоже вместе с 5-м, это просто сам я. Поэтому контакты в описании, обязательно помогу каждому. Всем буду рад и всем обязательно как помогу. Сам прошел этот путь. 2 года полностью сам готовился, поэтому знаю свое дело. Так что всем счастья, мира, добра, любви. Пока-пока.